очень сочный, невероятно нежный и удивительно вкусный. Сегодня готовим форшмак по рецепту из старинной кулинарной книги. Современный форшмак сильно отличается от того, который готовили более 100 лет назад. В 19 веке это блюдо запекали и подавали горячим, а набор ингредиентов заметно отличается от привычного нам варианта. Рецепт получается простым, готовится быстро, а результат приятно удивляет. Готовить будем в аэрогриле, это значительно сокращает время приготовления. Если же вы будете использовать духовку, просто увеличьте время запекания примерно на 7-10 минут. Приступим. Замочите мякиш белого хлеба в бульоне. Затем отправьте в чашу блендера репчатый лук, сметану, размоченный хлеб, филе сельди и сливочное масло. Если сливочного масла нет, его можно заменить маргарином. Измельчите все до однородной массы. В мясной фарш добавьте чайную ложку черного молотого перца. И здесь есть важный нюанс. Если сельдь слабосоленая, можно дополнительно добавить немного соли, но не более 1/3 чайной ложки. Полученную смесь из чаши блендера переложите в емкость с фаршем. Хорошо перемешайте массу до однородности. Силиконовые формы смажьте растительным маслом, заполните их подготовленной массой и сверху слегка смажьте растительным маслом. Запекайте при температуре 180 градусов Цельсия в течение 16-17 минут. И вот результат. Посмотрите, каким сочным и нежным получился этот форшмак. Аромат стоит просто потрясающий. Настоятельно рекомендую приготовить его именно по этому рецепту. По вкусу он ничуть не уступает рыбному кокелю, который я показывал на канале. Если еще не видели тот рецепт, обязательно посмотрите. Но должен признаться, форшмак получается даже более нежным. По старинной традиции это блюдо подают горячим, хотя между нами говоря, в холодном виде оно тоже получается очень вкусным. Если рецепт вам понравился, обязательно поддержите видео лайком и напишите комментарий. Ваша активность помогает продвижению канала и вдохновляет меня чаще делиться новыми интересными рецептами из старинных кулинарных книг. Спасибо, что готовите вместе со мной. До встречи в следующем видео.